Привет всем! Сегодня я решил начать записывать серию еженедельных обучалок. Каждая обучалка, по идее, будет посвящена какому-то одному элементу, который довольно сложно понять по видео или по классическому типу моих обучалок. Ничего не понятно в принципе. Постоянно я получаю вопросы какие-то, как делать тот или иной элемент. И, конечно же, в топе элемент под названием Томас, с которого мы сегодня и начнем. Выглядит это примерно вот так. Давайте разберемся, что же здесь происходит. Левая рука, используя такой фронтальный внешний хват, просто делает два спинновых лепестка, скажем, от меня по часовой стрелке. Точнее, против. Сверху, то есть я жду, пока веера не начнут смотреть вниз, дальше перевожу руку, жду, пока фитили не смотрят вверх, перевожу руку. А правая рука делает четырехлепестной антиспин с заносом руки за голову. Здесь нужно как можно сильнее вывернуть кисть и постараться сохранить плоскость за спиной, такой же, как и лицевой. Секрет заключается в том, что когда я подхожу вот к этому месту, я как бы делаю восьмерку над головой, грубо говоря. То есть, я перевожу на большой палец за спиной, вот так вот, и дальше опять перехватываю. И выворачивая кисть, вывожу направо. Я перехватываю большой палец, делаю оборот наверх, перехватываю. То есть как бы пол верхнего лепестка проходит на большом пальце, пол верхнего лепестка проходит, когда я уже беру веер и выкидываю его направо. И дальше опять я как бы распрямляю руку и продолжаю делать цветок. И дальше это нужно совместить. То есть сначала оба веера входят в нижний лепесток, таким вот образом, и в верхний. Понятно, что поскольку это веера, верхний лепесток совместить довольно-таки тяжело. В общем, можно добиться некого идеала относительного. Если вам сложно сразу же совместить оба вращения, можно просто начать с того, что вы крутите левой рукой просто перед собой, а правой, которая, кстати, находится заметно перед левой рукой, вы делаете уже вот этот четырехлепестной антиспин. Этот четырехлепестной антиспин очень важно выучить на самом деле, потому что его вы будете использовать потом в других элементах. Например, вот такой вот четырехлепестной цветок спиновый, где левая рука делает просто 4 спиновых лепестка. Раз, два, три, 4. Правая делает то же самое, но только с заносом за голову. Иначе вы не разведете руки перед собой. Принцип такой же, что я захожу на большом пальце и выхожу уже и обратно на фронтальный хват. Другой элемент, который использует этот прием, выглядит примерно так. У меня не очень ровно получается, потому что я его только что придумал. Но я думаю, что можно добиться какого-то совершенства. Но суть в том, что левая рука делает четырехлепестной антиспин, квадрат перед собой. А правая рука, которая, напоминаю, ходит перед ней, делает вот этот вот трюк. Только здесь я должен, по идее, стараться делать квадрат. В общем, вы идею поняли. Левая рука делает что-то, а правая рука всегда делает эту фишку. И таким образом вы можете открыть довольно много интересных элементов. Спасибо за просмотр. Вы можете оставить в комментах какие-то замечания. И самое главное, напишите о том, какой элемент вы хотели бы увидеть следующим.